Доброе утро, дорогие друзья, и с вами вновь «Бизнес, завтрак» и Роман Дусенко на радио Mediametrics. Сегодня фантастическое утро, несмотря на эту серую погоду. И для меня оно лично наполнено невероятной энергией, потому что в этой студии рядом со мной находится великий человек, и не побоюсь этого слова, Джон Шоул. Я буквально несколько секунд скажу о том, почему я так считаю. На самом деле, когда вы знакомитесь с каким-то человеком, между вами в эту же секунду возникает либо притяжение, либо некое равнодушие. Так вот, первые секунды, когда я встретил этого человека в своей жизни, я понял, что это человек, который невероятно открытый, энергичный, умный. Но, безусловно, об этом вы сами убедитесь сегодня. Доброе утро, Джон, и я очень рад тебя приветствовать в Москве в студии Радио Mediametrics. Доброе утро. It's great to be here in Russia. And in Moscow. Доброе утро, это отлично быть здесь сегодня в Москве. И я с огромным удовольствием представляю Джосайя Блэр, это партнер Джона Шоула, и по совместительству сегодня переводчик. Тебе опять придется сегодня поработать переводчиком. Все отлично. Итак, вот наша такая замечательная теплая компания, и, конечно же, все наши главные вопросы, все наши устремления будут к тебе, Джон, и будем спрашивать и уточнять, почему же сервис это так важен. И я начну с очень простого. Кто такой Джон Шоул? John, tell us a little bit about yourself and who you are. Well, I have been speaking and writing on customer service longer than anybody in the world. I launched the world's first customer service training program in January of 1980. Я являюсь первым человеком, который писал программу именно по customer service, по обучению сервиса всего миру. Первую программу я записал в 80-м году. Сколько лет уже? Это получается больше, чем 80, 20, 36 лет. How many years, John? It's what, 20, 30, 36 years? 36 years. Сколько компаний ты обучил за это время? How many companies have you worked with? Thousands in every corner of the world, from the Middle East to China to Russia to Kazakhstan to the Ukraine to the United States to Canada. Тысячные компании всего мира, из всех точек мира. Где сегодня самый лучший сервис в мире? Where would you consider is the best service in the world? Singapore has the best customer service in the world, and government is responsible. It drives the focus on service and quality, demands it, enforces it, and funds it. Я считаю, что лучший сервис в мире это Сингапур. Это потому что правительство самого управляет, самого это ожидает и самого требует от всех, которые там находятся. Джон, как тебе пришла в голову идея заниматься обучением сервису? John, how did you come up with that idea of I want to be involved in customer service? In 1979, before many of our listeners and viewers were born, I saw organizations spending a fortune on capital renovation, advertising and marketing, trying to bring people to their place of business. And as a customer walked through the door, they would issue baseball bats. And they would hit the customer on the head as hard as they could. And I thought, this is stupid. I said, if you could treat the customer like a king or a queen, business would soar. So I said, why is that? And I said, nobody has ever been trained on customer service. Назад время, в 1979 году, я начал замечать, что компания очень большие деньги вкладывали в свои реконструкции, свои дизайны, свои маркетинги, чтобы привлекать клиента их точка продажи или магазине. Им видели бейсбольные битвы, чтобы ударить по голове. И Джон понял, что они сотрудников никогда не получили определенное обучение по сервису, и они потеряют. Но если они будут относиться к каждому клиенту как король и королева, тогда бизнес будет наиболее эффективно и деньги будут успешно. В то время, когда ты говоришь, клиентов отгоняли бейсбольной битой, как тебе удалось сделать первую продажу? Как ты продал первую программу? И что за компания это была? Okay, so when you're talking about you seeing those baseball bats, who was the very first company you worked with, and how did you make that happen? How did you create that program? I wanted to design a program that could be implemented in thousands of locations simultaneously, eliminate all of the travel expenses,
have it inexpensive, so regardless of employee turnover, a company could afford to fund this in a program that would work. Я хотел именно писать программу, которую можно было использовать в тысячные или сотни разных местах, чтобы программа была легко передается, и чтобы она принес тех результатов, которые ожидаются, и то же самое быть доступным по стоимости. Когда мы познакомились с тобой в сети, есть очень много видео твои. И первые видео, где ты делал семинары в Сбербанке, где тебя приглашали в Евросеть. И я знаю, что ты часто приезжаешь сюда для того, чтобы читать семинары. И сейчас ты тоже приехал читать семинары. Но как маленькой компании, которой какой-то небольшим количеством людей, 100 человек, 50, может быть даже меньше, как им найти вот это, твои программы, чтобы они у них заработали в их компании, получили тот результат, о котором ты говоришь? So I know that, since our first meeting, John, that we, there were a lot of videos when you were doing seminars for big companies here in Russia, like Sberbank as well. How would a small company who might not be able to afford your seminars, even that you're here now to do another seminar, how could they really benefit from what you've done? Well, we have at least 10 of my programs right now in Russian that a company can use that are very inexpensive, in my opinion. So if I'm in Novosibirsk, for example, and I have 15 employees, you could buy one of our programs, you could implement it yourself. The facilitator material is idiot-proof and goof-proof, so you could have somebody in your company very skillfully facilitate this program. The participant materials are designed for results. They're packaged gorgeously. So it's very inexpensive. It's all in Russian. The only thing that is not in Russian is me. На сегодняшний день есть 10 программ у Джона, которые переведены на русском языке. Например, если ваша компания находится в Новосибирск, материал очень доступно, сделано так, что очень легко передается. И очень доступно по стоимости тоже. Единственное, что нету, к сожалению, на русском языке, это Джон Шоул. Джон, я знаю многих людей, которые стали бизнес-тренерами в области сервиса. В России эта тема очень популярная. Очень много людей ездят по компаниям, проводят семинары. В какой-то момент что-то происходит, но потом все снова падает и становится даже еще хуже. И люди, которые купили семинар какого-то известного русского тренера по сервису, потом говорят, это не работает. Это так? So, John, I know several business professionals who are working in the area of customer service who either, have done seminars, and unfortunately, it seems that they don't always work. They don't always bring the results. У меня друзья директора компании, собственников, они говорят, слушай, да мы покупали уже эти семинары, вот он приезжал, известный самый тренер в России, но не работает. So even myself, I have friends that are business owners and top directors that said, I know that guy, and we invited him for a seminar. Unfortunately, we didn't get the results that we wanted. There's a few key ingredients that are critical if you want a program to work. Существует критично важный элемент, чтобы это сработало. One moment. Наша передача, я стараюсь всегда делать передачи, чтобы они были максимально практические. Уважаемые собственники, уважаемые директора, предприниматели, если вы озадачены проблемой сервиса, если вы думаете, что послушайте советы Джона Шона для того, чтобы правильно сделать решение о том, что нужно инвестировать, куда нужно инвестировать, какие программы хорошие, какие работают, какие не работают. Мне кажется, сейчас это очень важно. И как всегда, вы знаете, я веду свою тетрадку, она у меня всегда исписана после каждого тренера. Останавливайте на паузу, смотрите, подписывайтесь на наш канал. И напомню, что вы смотрите «Бизнес, завтрак» с Романом Дусенко и Джон Шоул на радио Mediametrics. Okay. So first is you got to have a process in place. You have to have something fresh and new virtually every 4 months. Первое, что очень важно, надо иметь процессы, надо внедрять что-то новое, что-то свежее каждые 3-4 месяца. You don't graduate from the university because you took one course. Вы не заканчиваете университет, потому что вы проходили один курс. We Врачи still have учатся 7 лет. Yeah? The doctors learn for 7 years. correct. We still have the Soviet thinking in many employers. Еще остался, к сожалению, это советская ментальность в много сотрудников. So
if you're going to change behaviors and attitudes, you got to have a process. Если вы хотите менять отношения и поведение ваших сотрудников, нужно иметь процесс. We're the only company in the world that has enough product where we could implement something fresh and new every 4 months for 5 years. Единственная компания в мире, которая имеет достаточно продукции, достаточно много количества программ, что можно внедрять каждую программу 3-4 месяца на промежуток 5 лет. I mean, you could go to your university and you could have this magic course with the best instructor, the best material. So what? Вы можете, например, ходить к вашему университету, самые лучшие инструктора, тренеры, самые хорошие свежие материалы, и вы проходили этот курс, и что? You can take a 3-year-old and let him watch a Disney movie, the same one 20 times. You cannot do that with an adult. Для трехлетний мальчик или девочка вы можете заставлять смотреть фильмы Disney заново и заново и заново, но, к сожалению, для взрослых людей так не получится. They want something fresh and new. Они хотят что-то свежее, что-то новое. Итак, свежее и новое каждые 3-4 месяца что-то. So new and fresh every 3-4 months. And there's 5 key ingredients we have designed into our technology. И в нашей технологии существует 5 ключевых элементов. Many executives and human resource executives do not like these 5 things. Большинство executives, большинство из HR не любит это 5. Не любят. Не любит. And this is the secret for the recipe of why our products work. И здесь основной секрет нашего рецепта, почему наша программа работает. First is you got to have a program that's fun, exciting, and entertaining. Первое, надо иметь программу, которая веселая, интересна и вовлекающая. Human resources and executive people like stuff that's dry, dull, and boring. Люди из HR, executives, чаще всего, к сожалению, любят очень скучный, неинтересный материал. Number 2, you got to hammer on fundamentals and basics. Номер 2, надо постоянно дает фундамент и самые основные, да? You have 3 seconds to make an impact on a У вас customer. всего лишь есть 3 секунды, чтобы влиять на клиента. They can read your body language, they can see your tone of voice. Они можно считать, как вы, ваш жест, тело жест, как вы разговариваете, какой тон вы используете с ними. You got to get people where they understand the fundamentals and they're flawless at it in seconds. Нужно, чтобы люди именно основные поняли, отлично поняли его тщательно, чтобы они можно этого ввести клиента. Executives, human resource people love stuff that's very intellectual. Executives, тех из HR любят очень комплексованные, сложные вещи любят. If I'm the employee, I just want something that works I can use today. I don't care about 20 years from now. Если я сотрудник, я хочу что-то сразу использовать на практике. The third thing is that we focus on personal development and personal growth. Третье, мы фокусируем на собственное развитие, развитие этого сотрудников. The vast majority of employees are hurting inside. They have personal problems. Большинство ваших сотрудников, у них есть свои сложности, свои комплексы, свои недостатки. They have problems with their girlfriends, their spouse. Проблемы с женой, проблемы с мужем, проблемы с работой, с финансовым положением. Some people live from paycheck to paycheck. Очень много людей живет зарплата до зарплаты. I want to build and develop people. Я хочу развивать и строить, и настроить Help them feel сотрудников, good about themselves. чтобы они самого себя любили и чувствовали хорошо. All employees know the company makes too much money. Все сотрудники знают, что компания слишком много зарабатывает. They know their boss makes too much Они money. знают, что их шеф или шефа слишком много денег зарабатывает. They want to know what's in it for me. Они хотят сразу понимать, что для меня, что я от этого So получаю. when you help an individual be more successful to believe in themselves, they're going to give you more back. Когда вы вкладываете, когда вы инвестируете в своих сотрудников, конечно, они будут наибольше эффективно и больше вернут в компанию. If they feel good about themselves, they communicate it on the job with your customers. Если они себя любят, тогда этого как раз коммуникировать через себя на работу. Executives say, why do you care about the employee? I'm only interested in myself and the company making more money. Executives говорит, почему не о себя, я хочу, чтобы мои сотрудники
было Most эффективно. employees going through our programs feel they got more out of it than the company. Большинство сотрудников, которые проходят мое обучение, они чувствуют, что они больше получили, чем компания We получила. create a win-win relationship. Мы делаем выигрышные позиции, да, win-win. Fourth design characteristic is the packaging of our material is a 10. Четвертый элемент, наша программа, они очень красивые, они сделаны очень приятные. I think when you give employees participant material that looks like trash, they perceive it as trash. Я верю, когда вы даете вашим сотрудникам обучение материала, который выглядит как мусор, они его принимают как мусор. I would say that 95 to 99% of the time when a company creates their own training program on customer service, the material looks like crap. К сожалению, 95-99% материала, который компания собственник пишет для своих сотрудников, выглядит плохо. If you're trying to change attitudes, behavior, you want to communicate to the employee that I value, that I love you, then you want to give them material that when they look at it and feel it, they say, Как раз, если вы хотите менять поведение, отношения людьми, и вы хотите коммуникировать, что вы его любите, и вы его цените, тогда, когда вы даете материал, который выглядит шикарно, тогда они говорят «Вау». See, we have participant materials that employees use during the seminar and in between the seminars that reduces the training time by 80%. Наши материалы и материалы участников уменьшает время, растратенное на тренинг, на 80%. If that material is not well designed, well packaged, nobody's going to read it or use it. Если она не была интересна или доступна или удобна, тогда они не будут его использовать. And then the fifth design characteristic is everything is built around what I call experiential learning. Пятый элемент насчет нашего дизайна – это experiential learning. Практические занятия, Практические занятия, да. We would love to buy a video and put 30 people in a room, lock the door, and let them watch that video for 30 minutes. Мы бы, конечно, хотели купить видео на 30 минут, им прям закрывать под замок в сотрудников и заставлять им смотреть это 30-минутное видео. Or we hire some professional from outside who spends an hour training our staff on some customer service skill. Или взять как раз профессионал и попросить, чтобы они ввел какой-то тренинг по сервису. And the information goes in this ear and comes right out this ear. Как раз информация проходит через одну уши и уходит из второй уши. So 80% of the time is group discussion, group interaction with our products. С нашей продукцией 80% времени тренинг – это как раз на практика, на обсуждение, на групповые дискуссии. A facilitator for our material, which is both idiot-proof and goof-proof, is trained to never answer a question. Наша программа помогает тоже тренера, которые будут вести эту программу внутри компании. Они получают, как не отвечать на тех вопросы. See, you're a juggler, and you're keeping the balls in the air. Ваша задача как тренер – это как жонглиров, что вы постоянно возбуждаете эти интересы, да, и обсуждения. Your single goal is to change behaviors and attitudes. Наша основная цель – это менять поведение и отношения сотрудников. There is not one person in Russia that does not know customer service is important. Ни один человек в России не знает, что сервис – это очень важно. Trying to get people to use the principles I talk about is difficult. Заставлять сотрудников и людьми использовать те принципы, которые я обговорю, это очень сложно. And that's why we got to get into the soul, the heart of the employee, so they buy into this. Поэтому нужно работать с самого сердца, самого духа этого сотрудников. Джон, ты понимаешь, вот то, что ты говоришь, это настолько, вот, и это, знаешь, мне, я не знаю, как по-английски это сказать, как бальзам на сердце. То есть, ну, ты сказал мне самое важное. Я объясню, почему. Я корпоративный менеджер со стажем работы 20 лет. Я был руководителем крупных банков, все остальное.
Проблема в том, что когда ты пытаешься влиять на сотрудника, просто на его поведение, оно не работает. Потому что поведение – это следствие его эмоций, это ценностей. А ты сейчас сказал, что ты влияешь, ты заходишь из глубины сотрудника, и только тогда происходит это изменение человеческого поведения. Вот именно это и есть самое главное, как я вижу, что однодневный тренинг, он не позволяет изменить внутреннее содержание человека. Видимо, поэтому они и не работают. So, John, your words and your, what you've done is like balsam to the heart, for me. And as a professional, as a top executive in banks before, in the finance world, you talk about changing attitudes and behaviors. That's the hardest thing to do. So you're saying that one-day programs and trainings, getting into the heart of a person is very difficult, and that's why it's not effective. If we want results, you've got to reinforce this message. Если вы хотите получать результаты, тогда нужно постоянно его поддерживать. If a company here in Russia created a commercial that was the most incredible commercial ever produced, they can only use it for 1 month. Давайте скажем, что одно из маркетингового агентства создал такую рекламу, такая шикарная реклама. К сожалению, компания только можно его использовать промежуток 1 месяц. Но это же бессмысленно. Yeah, there's no point. So the most expensive thing in advertising is TV or radio time. И самая дорогая из рекламы это время на эфир или на радио. Да. The most expensive thing with training and developing your staff is their labor costs. Самое дорогое из затратной из тренинга это время, которое ваши сотрудники не на рабочее место. If the product you use doesn't work, you waste all of your money. Если саму продукция не работает, тогда вы потеряли огромные деньги. And if you use material that's not effective, the employee will not participate in future training seminars that you offer. Если ваша программа и материалы неэффективны, тогда ваши сотрудники в следующий раз не хотят участвовать в вашей программе. The only thing that counts is does it work? Does it create results? Единственное, что важно, это работает и это принесет результаты. And my products have proven results. И как раз мои программы, они промежуток долгое время принесет именно тех результатов. Джон, ты сказал про директоров по персоналу, HR-директора. Каждый HR-директор считает своим долгом разработать свою собственную программу сервисов компании. Особенно это касается больших компаний, где они всегда говорят, у нас есть своя программа по развитию сервиса. Почему они тоже не работают? Why do, you talked about top executives and you talked about HR people, but it seems that every HR person wants to create their own program about service that they can really create results that you talk about. Why is it not effective? It's a little bit like the iPhone. Это похоже чуть-чуть на iPhone. Why would I want to buy an iPhone from Apple? Почему я бы хотел купить iPhone из Apple? I want to create my own cell phone. Я хочу создать мой собственный телефон. It's expensive. Это очень дорого. If it doesn't work, Если you've это не wasted a lot of работает, money. вы тратили огромные деньги. An HR person is better off using proven technology that creates results and manage the results. Как раз человек из HR должен использовать те материалы, которые уже принесли результат. With our products, we have a money-back guarantee. И для моей продукции у нас есть гарантия. That means if a company had 100 people or 500 people or 5,000 people going through one of our programs, И поэтому, если компания обучили свои сотни человек, или 500 человек, или 1000 человек, or using our 3-year service culture plan, или использовали наш 3-летний план создания сервисной культуры, if at any time for any reason they think it didn't create results, they can return the product and get all their money back. если считается, что эта программа не принесет результаты, тогда не можно мне возвращать эти программы и вернуть свои деньги. Could be a year later, could be 4 years later. Может быть, 1 год No после questions покупки или 4 года после покупки, никакие вопросы. And in 46 years, we've had 2 returns. За 46 лет
2 раза всего лишь мне клиенты вернул мои продукции. Totaling less than $800. Оба вместе суммировали не больше, чем $800. I don't think there are too many training and development companies in the world that are willing to offer the money-back guarantee that Service Quality Institute has. Я не верю, что существуют другие компании, которые готовы предлагать такой гарантии, как Service Quality Institute. Джон, у нас сегодня в России есть несколько очень интересных бизнесменов, предпринимателей, людей первых лиц. К одним из таких людей относится Герман Греф. Я знаю, что ты лично с ним знаком, да? There's in Russia a very exciting time now. There are a lot of business executives and famous businessmen, one of which is Herman Gref. I believe you're an acquaintance of his, is it correct? Herman Gref is a friend. He's a customer. He's a believer in customer service. Да, мой вопрос следующий. Герман сейчас является, знаешь, таким трендмейкером, который направление движения. Вот 5 лет назад, когда он пригласил тебя в Сбербанк, началось глобальное изменение Сбербанка. С этим могут соглашаться, кому-то может нравиться Сбербанк, кому-то может не нравиться Сбербанк, но сервис в Сбербанке стал совсем другим. Он еще, может быть, не мирового уровня, но он очень высокий. Почему дальновидные люди понимают это? Почему Герман 5 лет или больше лет назад понял, что взаимодействие с тобой принесет ему очень много результатов? So Herman is a visionary, a leader, an example for other executives in Russia. And I know maybe even more than 5 years ago, he invited you to help build this strategy, to help build this customer service. Like it or not, to the audience, service has improved considerably in Sberbank here in Russia. What exactly is the outcome, and what would you say is how has he become with that vision, more than 5 years ago, to make it Как better? распространить это видение на всех других руководителей? How can you help create this vision with other top executives in Russia? Well, I've worked with Herman Gref and Sberbank for a number of years, and he really understands customer service and the strategy behind customer service. Я с Германи, в том числе в Сбербанке, работали уже промежуток много лет. Он сам, Герман, прекрасно понимает сервис и сервисы, культура и стратегия этого сервиса. If you want to drive this service culture, it's a process and you can never stop. Если вы хотите создать эту культуру и стратегию, тогда это процессы, которые нельзя никогда не остановиться. As you get better, customers become more demanding. Конечно, как вы становитесь лучше, тогда клиенты ваши тоже становятся более потребны, более ожидают высокого сервиса. You got to have speed. Надо иметь скорость. Speed means how do you shrink the time by 90%. Скорость это значит, как уменьшивать время на 90%. If it normally takes me 60 minutes at the bank to make a transaction, how do I do it in 6 minutes? Если, например, обычно займет 60 минут, чтобы делать какую-то транзакцию в банке, как сделать так, чтобы это 6 минут было сделано? We got to have empowerment. Надо использовать полномочия. That means I want employees to make fast decisions on the spot in favor of the customer. Я хочу, чтобы сотрудники быстро на местах решили вопросы или жалобы клиента на местах. It's very difficult to get people to use empowerment. Очень сложно, чтобы сотрудники использовали And that's why we have a training program in Russian called Empowerment, a Way of Life. И поэтому у нас существует программа расширения полномочий как образ жизни. Every employee's single goal in Russia should be to make the customer every day over happy. Каждый сотрудник нужен иметь одну задачу, чтобы клиент всегда остался впечатление и позитива к вашей компании. If every customer is over happy, you own the market. Если все клиенты
очень любит и ценит этого сервиса в вашей компании, тогда вы будете управлять этот рынок. When your competition offers something new, they're not even going to be interested. Даже если ваша конкуренция будет предлагать что-нибудь наиболее лучше, тех клиенты даже не интересуют. Джон, ты знаешь, я услышал сегодня очень важную и, на мой взгляд, очень серьезную мысль, которая говорит мне о следующем. Твои программы, в том числе, отвечают человеку на вопрос, а что конкретно я получу, когда я буду предоставлять лучший сервис? И это очень важно. Когда человек найдет ответ для себя, он примет это и станет это делать. John, one thing that really hit me hard, today, and what I really enjoyed to hear is you say your programs affect and give something to that employee that's going through those programs. And that's very hard to do, but it makes them motivated to want to be better. Is that right? У нас осталось не так много времени, I'm sorry. Я просто хотел спросить, вот используешь ли ты сам какие-то элементы из тех программ для себя? Как ты лично себя развиваешь? Как ты остаешься все время в таком невероятном состоянии понимания ситуации? We're almost out of time, but how do you continue moving? How does the service guru continue to grow and develop? Are there things and elements of your programs that you use in your own personal life? Когда ты будешь рассказывать о себе, дай несколько советов нашим радиослушателям, что им сделать прямо сегодня. And what some advice you can give to our listeners just today to make them better? Оставшиеся 3 минуты. 3 minutes. Okay. In my book, Moving Up, which is in Russian, В книге, которая у меня есть на русском языке, «Только вперед», я разговариваю о принципе, который я сейчас хочу сказать. Потому что я каждый день это занимаюсь. Number one is I read a personal development book every single month, new. Каждый месяц я новые книги читаю о личном росте и развитии. Every single person watching this interview or listening can afford $20 a month to buy a book on leadership, management, sales, customer service. Каждый человек, который слышит и смотрит на нас сегодня, можно себе позволять $20 за месяц купить новые книги, касается лидерства, менеджмент, развития. You got to massage your mind. Нужно, чтобы постоянно массаж вашему мозгу. Second thing is you got to have written goals. И второе, надо записывать ваши цели. You have to have a game plan where you're going to go. Надо создать план Concrete, на specific. Очень детальный, очень тщательный. My goals book is in my hotel room right now. Мои цели написаны в книге, где она есть у меня в номере гостиницы. I've had written personal goals since I was like 1970, 71. К 71-72 года я начал это сделать, и каждый год я пишу свои цели. We need to use affirmations. Надо использовать аффирмации. These are little 3x5 cards where you put down positive statements of yourself. Это маленькие такие карточки, где вы For example, позитивные I am вещи. successful. Я успешный. I love sales. Я люблю I продать. love customer service. Я люблю I сервис. love my boss. Я люблю своего шефа. We have to massage our mind. Надо постоянно развивать себя, надо массажировать мозг. We read the newspapers in the morning, we watch TV at night. It's always negative. Мы, например, утром читаем газеты и вечером смотрим новости, но она постоянно негативна. Your subconscious mind does not know the difference between fact or fiction. Ваши subconscious, они не понимают реальности и нереальности. You want to influence your behavior. Affirmations help you do that. Affirmation как раз помогает вам влиять на ваше отношение, ваше поведение. And the next thing is visualizations. И следующее это визуализация. What is it that you want that you don't have? Что вы хотите, что вы сегодня не имеете? This is how you drive your behavior and drive your mind for greater success. Как ставить себя, чтобы вы стали более эффективно, более успешно. So, for example, if you want your boss's job or his boss's job, например, если вы хотите ту позицию, которую ваш шеф сейчас go sit down in your boss's desk Попросите, and have him чтобы take a picture of you. Попросите сидеть на его место и сфотографировать, и попросите ему сфотографировать вас на его место. And then get the photograph developed. И потом распечатать эту Put a фотографию picture on your refrigerator or your bathroom mirror. и положить его либо That's на called холодильник visualization. или в ванне.
Don't put that at the office. That will create jealousy. Конечно, не ставить его на ваше рабочее место, все будете вас ревновать. And then the next thing is you got to hang around with people that are successful. И очень важно, надо проводить время с тех людей, которые более успешны, чем вас. Sometimes we associate with people that are drinking too much, smoking, using drugs. They have bad behavior. Иногда мы проводим время с тех людей, которые, к сожалению, слишком много пьют, или курят, или какие-то наркотики используют. If you want to be more successful, hang around with people that are on the move. Если вы хотите быть более успешным, тогда общайся, проводить время с тех людей, которые постоянно только идут вперед. I consider my friends some very successful people that have always been light years ahead of me. Я считаю моих друзей, тех людей, которые всегда был более успешным, That's why I чем try to я. model myself. И я стараюсь модуль взять от них, примеров взять от них. So you got to spend some effort building yourself. Конечно, надо использовать, надо тратить сил, чтобы себя развивать. All of us could become more indispensable and extraordinary. Все мы можем стать незаменимо и неординарно, экстраординарно. If you are more indispensable and you are more extraordinary, you will move up and you will make more money. Если вы становитесь незаменимо и экстраординарно, тогда вы будете только вперед, вы будете больше денег зарабатывать. Джон, у нас осталось еще буквально несколько минут, и я хочу задать тебе вопросы, на которые бы я хотел услышать ответ «да» или «нет». John, I would like just a few more minutes we have left, but I would like to give you the question that I would like to hear the answer, yes or no. Итак, если руководитель покупает однодневный или двухдневный семинар, это работает или нет по сервису? If a top manager buys or HR buys a program that's just a one-day training, does this work or doesn't work? A one-day training is nice, but it won't have sustained results. Окей. Если он купил еще через месяц такой же семинар, это даст эффект? And if a month later he bought that same program again or that same training again? People will fall asleep the second time through. Если он в третий раз купил тот же самый семинар и снова попросил, чтобы люди снова услышали то же самое, это будет Let's do работать? it a third time, one more time with that same training. It's gonna be a disaster. Nobody will show up. Окей. Работает ли система создания сервиса? And some of what you teach, does that work in the government level? Everybody loves. Let me give you one example of here in Russia. Все в правительстве, все ожидают хороший тоже сервис от правительства. 1 минута. Я хочу дать вам одну пример именно в России. When I entered immigration yesterday, Когда я прилетел сюда, в Москву, вчера, it took me 90 seconds to clear immigration. и меня всего лишь займет 90 секунд, чтобы проходить таможню. They just used my passport Они использовали мой паспорт, and заполнить. it will take me anywhere between 15 to 60 minutes to clear immigration in the United States. Меня в Америке 15 до 60 минут займет, чтобы через таможню заходить в Америку. It's an example of speed. И здесь Россия пример, как скорость используется. Government in Russia is smarter oftentimes than the US government. Правительство здесь Россия более умное, чем правительство в Соединенных Штатах. People value speed. Люди любят скорость. So at all elements of government, the people here in Russia love great service. They love speed. And the core is, how do you make it easier for people to do business with government? И здесь очень важный момент, и все в России любят хороший уровень сервиса, и как делать так, чтобы все правительства сделали так, чтобы более удобно и доступно для людей было. And if Russian government can do it on immigration, they can do it in all elements of. Я уверен, как Россия мог бы сделать это через таможню, как они можно теперь сделать его все правительство. Джон, последний вопрос. Секрет успеха Джона Шоула. The last question, the success secret of John Шоул. I'm very goal-driven. Я очень люблю ставить свои цели. I'm constantly working on my self-image and self-esteem. Я постоянно работаю на свои I demand a совершенства. lot of myself. Я очень много требую от самого себя.
I don't share my goals with other people. И я ни с кем не делюсь свои цели. I have enough trouble reaching them without people telling me why I'm greedy or У too меня focused on money or too focused on success. достаточно свои проблемы и не делятся свои цели, потому что люди тогда скажут, негативное влиять будет на мои цели. And every day I learn more. Каждый день я стараюсь себя совершать, я учусь что-то новое. So the key is to keep building yourself. Здесь ключевой момент, что постоянно себя ставить развиваться. In addition to working, I take one vacation a month and have for the last 30 years. И кроме чем работой только, я каждый месяц беру себе отпуск. Я это сделал последние 30 лет. You know, I spend 3 weeks in Vail snow skiing every year. Каждый год примерно 3 недели, 4 недели я провожу время на лыжах в Вейл, Колорадо. I usually go on one safari a year. Скорее всего, один раз в год я в Африке на сафари. I go to a lot of fun places. Я часто путешествую в интересных местах, чудесных местах. If we are more successful, then we have more money to enjoy life to a greater degree. Если мы становимся более успешными, у нас больше количество денег, чтобы наслаждаться жизнью. And I love Russia. Я люблю Россию. I think that this is one of the most incredible countries in the world. Я считаю, что это один из самых великих стран в мире. And I would like to continue to see Russia become the powerhouse in the world economically. Я бы хотел, чтобы Россия продолжала расти и стал один из самых сильных по экономике. There's so many opportunities for everybody here in Russia. Существует очень много разных возможностей для всех в It's России. really a matter of developing and building yourself, wanting more. Это, конечно, здесь нужно постоянно себя развивать. All больше. of you can become more successful. Вы все можете становиться больше успешным. And I believe if you really master customer service and the service strategy, there is no limit to what can happen to you and your company. Я верю, если вы ставите себе цель развивать это сервисная стратегия и культура, тогда у вас никаких лимит не будет. Постоянно будет развиваться. Спасибо тебе огромное, невероятно приятно. Уважаемые радиослушатели, сегодня, как всегда, эфир пролетел просто незаметно. Но что самое главное, я бы хотел отметить. Когда вы хотите добиться результатов от ваших сотрудников, задумайтесь о том, что для того, чтобы изменить поведение сотрудника, необходимо время, необходимо усилия. Но если вы найдете в себе силы, знания, умения и желание изменить поведение своих сотрудников для того, чтобы быть более успешным, ваши конкурентные преимущества и будут эти люди. Никто одновременно с вами не сможет вас догнать, потому что самое сильное конкурентное преимущество – это ваши сотрудники, которые понимают, как правильно работать. С вами был Роман Дусенко. Если у вас остались какие-то вопросы, если вы хотите обсудить тему сервисной стратегии, вы можете писать мне в Фейсбуке. Я открыт с вами, я вам дам возможность пообщаться с Джоном Шоулом. Вы можете также написать ему напрямую. С вами был Роман Дусенко. Это «Бизнес, завтрак» на радио Mediametrics. И огромное спасибо, и отдельное спасибо Джосае за помощь в организации этих переводов, потому что если бы не ты, мы бы разговаривали с Джоном только на русском или только на английском. До новых встреч на «Бизнес, завтраке» на радио Mediametrics. Пока!